Всем привет, и это уже 7-я часть игр для двоих на одном экране, не считая дополнительных выпусков и видео о играх для двоих на одной клавиатуре. Хочу сказать, что с каждой новой частью искать игры становится все сложнее, и также это занимает немалое количество времени, поэтому попрошу поддержать ролик лайком, а если совсем зайдет, обязательно подписывайтесь на канал, это лучшая поддержка и мотивация. Берите чай, печеньку, а я начинаю. Эта игра, выполненная в стиле приключенческого экшена, была выпущена в 2019 году. Если вы смотрели фильм, то главные персонажи вам уже знакомы. Это отважный и сильный исследователь, невысокий зоолог, полный профессор и бесстрашная амазонка. По геймплею же нужно проходить локации, попутно уничтожая волны врагов и собирая фигурки. И если вы переиграли во множество проектов и не знаете, чем занять вечер, возможно, данная игра и подойдет. Отмечу, что по отзывам все не слишком хорошо, всего порядка 30 и в среднем смешанные. Именитая серия, которая знакома многим. Релиз 7-й части состоялся в 2017 году. В целом же это 9-я игра в серии Tekken и первая, которая работает на движке Unreal Engine 4. Что касается боевой системы, помимо обычных ударов реализованы и особые, которые могут снимать немалое количество здоровья. Также была проработана возможность атаковать прямо во время атаки противника. В общем, лучше один раз попробовать, чем несколько раз увидеть. Скажу, что 7-я часть получилась удачной, по отзывам более 40 тысяч и в целом очень положительно. Это забавная игра, которая вышла в 2014 году. Игроку предоставляется управление Осьми-папой, который изо всех сил притворяется быть человеком, скрывая свое настоящее «я». А основная сложность заключается в том, что управлять множеством щупалец не так просто, как может показаться на первый взгляд. И порой даже просто пройти по прямой оказывается непростым занятием. А если вдруг кто-то заподозрит что-то неладное, то придется начинать сначала. Дополнительно отмечу неплохое музыкальное сопровождение и по-своему проработанную физику. И думаю, стоит упомянуть о продолжительности проекта, что при желании игра проходится за 3-4 часа игрового времени. По отзывам свыше 7000, а средняя оценка очень положительна. Игра 2011 года. Действие разворачивается на рубеже 12-13 века. Главный герой – тамплиер, который вместе с наемником отправляется в 4-й крестовый поход, где они должны выжить и избавиться от ужасного проклятия, которое угрожает их бессмертным душам. Из особенностей отмечу немалое количество уровней, динамичные бои и неплохую сюжетную линию. Если рассматривать игру исключительно для прохождения в кооперативе, а не в соло, то это неплохой проект, пусть и немного устаревший и местами грубо портированный. По отзывам в Steam более 200 человек оценили игру, в среднем отзывы смешанные. Игра 2016 года с видом сверху, в которой вам с вашим другом предоставляется возможность в динамичном ключе дать отпор тысячам противников и дюжине боссов. Реализована возможность настройки класса и снаряжения, а можно построить целую базу или оставить карту максимально свободной для перемещения. Также по ходу игры будут открываться новые возможности, к примеру в лице перков, от увеличения точности стрельбы до вызова боевых дронов. Игра получилась вполне неплохой для своего жанра. Что же касается отзывов и оценок, то более чем 500 человек оценили проект и в среднем в основном положительно. Игра, впервые выпущенная в далеком 2006 году, где предлагается выбрать одного из 3 известных героев. Сюжет стартует с момента, когда Джек и Уилл пытаются выкрасть определенный предмет, но действия происходят, увы, совсем не по плану. В результате Джек оказывается перед виселицей, и ему ничего не остается, как вспомнить несколько историй своей жизни. Дополнительно стоит отметить, что в игре реализовано более 20 уровней и более 10 боссов. Присутствуют несложные головоломки и возможность модификации оружия. Из минусов игру не так-то просто найти, увы, ее нет на современных цифровых площадках.
Игра, вышедшая в 2020 году, где игроку предлагается выбрать сторону, отточить удары и отправиться навстречу приключениям. На выбор же доступно 8 персонажей, где у каждого свой комплект ударов, комбо и атак, которые можно продемонстрировать на улицах Лос-Анджелеса, выполняя более 20 сюжетных заданий. Отдельно отмечу звуковую составляющую и возможность прокачки героев. Что же касается оценок, то проект получил порядка 180 отзывов и в среднем очень положительно. Песочница, вышедшая в 2017 году, которая предлагает объединиться с другом и продумать план побега, а также посоревноваться и посмотреть, кто сможет сбежать быстрее, импровизируя и, к примеру, соединяя предметы для создания оружия и инструментов. Реализована и боевая система, в которой нужно блокировать удары и совмещать атаки в серии. Из особенностей подчеркну порядка 11 тюрем и редактор карт, благодаря которому можно создать что-то особенное для игры с друзьями. Проект получил 16 тысяч отзывов, средняя оценка очень положительна. Многим известный шутер от третьего лица, который вышел в 2011 году. Данная часть является приквелом оригинальной игры. В ней предлагается взять управление серьезным Сэмом и дать отпор ордам врагов на фоне разваливающихся храмов древней цивилизации и городов Египта. Стоит отдельно отметить обширный оружейный арсенал, начиная от штурмовой винтовки с коллиматорным прицелом до минигана и пылающих пушечных ядер. В действительности игра получилась очень неплохой и определенно нашла свою аудиторию, а по отзывам в Steam более 17 тысяч оценили данный проект. Средний балл очень положительно. Игра в жанре кооперативного шутера от первого лица, которая знакома многим. Конечно, из коробки поиграть вдвоем на одном ПК не получится, но если у вас есть геймпад, то потратив 5-10 минут времени, все можно настроить. Ссылка на инструкцию сейчас появится на экране. А что касается сюжета, то США охватила эпидемия неизвестного вируса, который вызывает у зараженных им людей симптомы бешенства с последующими мутациями тела. Власти согласились пойти на крайние меры, эвакуировать оставшихся в живых жителей. Но 4 главных героев не успели покинуть город, и теперь они вынуждены самостоятельно искать путь к спасению. Это отличный, пусть и не самый новый проект для совместного прохождения. Что же касается отзывов, то проект получил 380 тысяч оценок, в среднем крайне положительно. В завершении хотел бы упомянуть о игре, которую не стал добавлять в основную часть видео из-за множества плохих отзывов со стороны игроков, но добавлю, что большая часть относится к управлению, и если играть на геймпадах, то более-менее. По геймплею в этом проекте нужно проходить подземелья, разбираясь с толпами врагов в лице нежити и нести добро в игре, где рок-музыка находится на переднем плане. Спасибо за просмотр, за лайк, комментарий и подписку. Также жду в комментариях, какое видео хотелось бы увидеть на канале следующим. А с вами был СВ, играйте в отличные игры, а мы еще увидимся.